Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. И в этом видео я научу вас вязать вот такой вот шикарный, воздушный, романтичный узор с бабочками. Бабочки нынче в тренде. Я уже разбирала один узор с бабочками с джемпера или пуловера от Be Free. Это видео вы можете тоже найти на моем канале, ссылка будет внизу. И вот попался мне на просторах Пинтереста вот такой вот еще один просто мега какой-то воздушный, очень красивый узор из бабочек. И я решила, почему бы не поделиться им с вами, переложить схему, нарисовать ее правильно и подробно, так как считаю я, так как удобно мне. Схема будет у меня в телеграм-канале, ссылка тоже будет в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать. Для узора нужно набрать число петель кратное 14. То есть вот он раппорт, это 2 первых петли и дальше вот эта вот часть из лицевых петель. 2 петли симметрии и 2 кромочных. У меня здесь соответственно 3 раппорта, 2 петли симметрии и 2 кромочных. Если будете вязать по кругу, то набирайте без петель симметрии и без кромочных. Схема у меня универсальная, она подойдет как и для кругового вязания, так и для вязания поворотными рядами. Итак, первый ряд этого узора. Кромочную снимаю не провязанной и дальше вяжу 2 изнаночных, 1, 2, и затем 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. Дальше делаю 2 вместе направо, это просто вставляю спицу в 2 петли и провязываю их лицевой. Вот получается 2 лицевых вместе направо. Затем делаю 2 накида, 1, 2, ну то есть 2 витка на правой спице, и делаю 2 вместе лицевой на левой. Здесь первую снимаю, следующую провязываю лицевой и накидываю снятую на провязанную. Видите, получается 2 вместе налево, то есть эти 2 вместе зеркальные вот этим 2 вместе. И дальше заканчиваю раппорт, снова 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. И повторяю так до конца этого ряда. 2 изнаночных. Я и лицевые, и изнаночные вяжу классикой. Дальше 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой направо. 2 накида. И 2 вместе налево. Лицевой. И 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Работаю так до конца ряда. В конце ряда петли симметрии это 2 изнаночных и 1 кромочную. Кромочную я делаю обычно лицевой. Второй ряд узора, изнаночная сторона. Кромочную снимаю. Здесь работаю следующим образом. 2 лицевых. 1, 2. Дальше вяжу изнаночные. Вяжу 3 изнаночных. 1, 2, 3. Дальше нужно сделать 2 вместе изнаночной, но опять-таки направо, да? То есть переснимаю следующие 2 петли, надеваю их на левую спицу и завожу спицу из-под низу в эти 2 петли и провязываю изнаночный. Вот видите, для того, чтобы косичка по лицевой стороне продолжилась, да, то есть вот было 2 вместе лицевой в предыдущем ряду, вот 2 вместе изнаночной. Они должны смотреть в одну сторону, так будет красиво. Дальше здесь идет 2 накида, помните? Мы их сбрасываем и текущей ниткой делаем снова 2 накида, ну то есть 2 витка на спице. И затем 2 вместе уже получается налево. Так. Здесь, ну, как бы обычные 2 вместе налево изнаночной. И заканчиваю раппорт 3 изнаночных. Давайте повторю еще раз. 2 лицевых,
Раз, два. Дальше 3 изнаночных. Раз, два, 3. 2 вместе изнаночные направо. Снимаю эти 2. Раз, два. Возвращаю их на левую спицу и завожу правую спицу из-под низу. Вот так. И провязываю их изнаночной. Текущие 2 накида сбрасываю, добавляю еще 2 накида рабочей ниткой и заканчиваю раппорт. 2 вместе изнаночной и 3 изнаночных. Повторяю так до конца ряда. В конце остается 2 петли симметрии, это 2 лицевых будет, раз, два, и кромочная, ее тоже делаю лицевой. Третий ряд, лицевая сторона. Кромочную опять снимаю, не провязываю, и дальше вяжу 2 изнаночных. Теперь 2 лицевых, раз, два. Снова делаю 2 вместе лицевой направо. Так. Текущие все накиды сбрасываю, да, вот, смотрите, я просто сбросила, и здесь получается 2 ниточки. И добавляю рабочей ниткой снова 2 накида или 2 витка. И симметрично заканчиваю раппорт. 2 вместе налево. И 2 лицевых. Раз, два. Давайте повторю еще раз этот раппорт. 2 изнаночных. Раз, два. Дальше 2 лицевых. Раз, два. 2 вместе направо. Раз. Теперь сбрасываю все накиды. Оп. И у меня получается 2 ниточки на правой спице. Добавляю текущей рабочей ниткой 2 накида. И симметрично завершаю раппорт. 2 вместе теперь налево. И просто 2 лицевых. Раз, два. Вяжу так до конца ряда. В конце ряда будет 2 изнаночных петли симметрии и 1 кромочная. Кромочную вяжу лицевой. Четвертый ряд, изнаночная сторона. Кромочную снимаю и дальше повторяю следующим образом. 2 лицевых. Раз, два. 1 изнаночная. 2 вместе изнаночной направо. Снимаю их, переставляю и провязываю. Теперь сбрасываю все 3 накида из предыдущего ряда. Вот 3 ниточки оказывается на правой спице. Добавляю текущей рабочей ниткой еще 2 накида. Здесь делаю просто 2 вместе. Получается налево. 1 изнаночная. И вот он раппорт этого ряда. 2 лицевых. Раз, два. 1 изнаночная. Раз. 2 вместе изнаночной направо. Текущие накиды сбрасываю и добавляю 2 накида на правую спицу. И заканчиваю раппорт симметрично. 2 вместе изнаночных и 1 изнаночная. Вяжу так до конца ряда. В конце ряда опять петли симметрии. Это 2 лицевых и последняя кромочная. Пятый ряд, лицевая сторона. Кромочную снимаю не провязано и дальше раппорт. 2 изнаночных. Раз, два. Здесь делаю сразу 2 вместе лицевой направо. Опять у меня здесь получаются накиды, которые нужно просто перевести на следующую спицу. И здесь получается 4 накида, 4 ниточки на правой спице. Текущей ниткой рабочей добавляю снова 2 накида, все точно так же, как в предыдущих рядах. И заканчиваю раппорт 2 вместе налево. С каждым рядом раппорт все короче и короче. Так, дальше 2 вместе, 2 просто изнаночных, начинаю снова раппорт, да? 2 изнаночных, затем 2 вместе направо, накиды снимаю и распускаю все витки и добавляю текущей рабочей ниткой 2 накида.
и 2 вместе налево. Так работаю до конца ряда. В конце ряда опять петли симметрии, это 2 изнаночных и 1 кромочная. 6-й ряд, изнаночная сторона. Кромочную снимаю, опять не провязываю. Дальше 2 лицевых, 1, 2, 1 изнаночная. И здесь теперь будет немножко другой раппорт. Делаю 4 скрещенных петли на правую спицу. Я беру вот так нитку на палец, поворачиваю и добавляю 1, снова 2, снова 3 и снова 4. Вот получается 4 добавленных скрещенных петли. Теперь я распускаю все вот эти накиды, перевожу их на правую спицу и возвращаю обратно на левую. Здесь обратите внимание, сколько будет ниточек. Их 5. То есть мы провязали 5 рядов раппорта, это 6-й, и 5 ниточек будет на левой спице. И теперь все эти накиды провязываю вместе следующим образом. Вставляю спицу в накиды, делаю 1 лицевую, и затем с обратной стороны вот так завожу спицу и делаю 1 изнаночную. То есть 2 раза провязываю все эти накиды. Лицевой и изнаночный. И снова добавляю 4 скрещенных петли на правую спицу. Точно так же. 1, 2, 3, 4. Запомните, в какую сторону вы делаете скрещенные петли, и следите за тем, чтобы они всегда были одинаковые, чтобы они не плясали и не вышло так, что одна скрещена в одну сторону, другая скрещена в другую. И последняя петля раппорта – это 1 изнаночная. И повторяю это снова и снова. 2 лицевых, 1, 2, 1 изнаночная, 4 скрещенных, 1, 2, 3, 4. Теперь все вот эти ниточки распускаю, возвращаю их на левую спицу и вяжу 1 лицевая и 1 изнаночная. И снова 4 скрещенных петли. 1, 2, 3, 4. И последняя петля раппорта 1 изнаночная. Работаю так до конца ряда. В конце ряда будут петли симметрии, это 2 лицевых и 1 кромочная. Теперь 7-й ряд, лицевая сторона. Здесь все будет проще. Кромочную снимаю, не провязываю и начинаю раппорт. 2 изнаночных, 1, 2, и дальше я вяжу 12 лицевых. 1. Вот эти все скрещенные провязываю просто лицевой. 2, 3. Если бы мы в предыдущем ряду сделали не скрещенные накиды, а обычные, их бы было сложнее провязывать, поэтому я вот эту схему упростила и усовершенствовала до того, чтобы сделать скрещенные накиды. Поверьте моему опыту, скрещенные петли провязать скрещенный проще, чем просто накид провязать скрещенным. Здесь нужно будет его как-то подцеплять. Поэтому я рекомендую делать вот так. Итак, 12 лицевых я сделала. Вот получилась практически уже бабочка. Мы ее видим, да? И новый раппорт. Снова 2 изнаночных, 1, 2 и 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Давайте и третий раппорт провяжу. 2 изнаночных, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Остаются петли симметрии. 1, 2 и кромочная. Это был 7-й ряд. Дальше 8-й ряд. Изнаночная сторона, он вяжется по рисунку. Здесь раппорт такой. Кромочную снимаем, 2 лицевых, 1, 2 и 12 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Повторяю этот раппорт снова и снова до конца ряда. В конце ряда здесь будет 2 петли симметрии, это 2 лицевых и 1 кромочная. И теперь 9 ряд. Здесь опять все вяжется по рисунку. Раппорт 2 изнаночных, 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Повторяю так до конца ряда. В конце ряда 2 петли симметрии. Это 2 изнаночных и 1 кромочная. Последний ряд раппорта 10, изнаночная сторона. Здесь опять все вяжется по рисунку. Кромочную снимаю, 2 лицевых раппорт и 12 изнаночных. Одиннадцать, 12 и снова 2 лицевых, 1, 2 и 12 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Повторяю так до конца ряда. В конце ряда петли симметрии 2 лицевых и 1 кромочная. И вот раппорт в высоту тоже провязан. Дальше возвращаюсь к первому ряду и повторяю с 1 по 10 ряд на нужную высоту. И вот такие бабочки получаются у меня воздушные, порхающие, очень легкие, очень получается дырчатые, сетчатые узоры, просто прекрасно, идеальны для каких-нибудь летних кофточек. У меня пряжа здесь была, это 100% вискоза. К сожалению, не помню марку, не помню метраж. Это просто какие-то остаточки, из которых я решила сделать образец. И спицы 3 миллиметра от Knit Pro. Если вам нужна схема, то можете сделать скриншот, либо зайти ко мне в телеграм-канал, скачать, там будет PDF-формат, его можно легко, спокойно распечатать. Заранее спасибо за ваши лайки, за то, что смотрите мои видео, за то, что подписываетесь на канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.